Супергеройские фильмы снимают вот уже более 80 лет. Marvel, DC и другие издательства комиксов в последнее время зарабатывают настолько много денег и уважения их фанатов, что услышать в 2026 году фразу «я никогда не смотрел кинокомиксы» практически невозможно. Я тоже могу назвать себя, если не фанатом, то искушенным ценителем большинства фильмов Marvel, особенно до их последних фаз, и DC, у которых тоже сейчас все не очень стабильно с качеством проектов. Уже 7 лет назад я, кстати, записывал большое попурри со всеми темами фильмов Marvel на аккордеоне. Можете заценить, оно где-то на канале валяется. Да, как вы поняли, я музыкант, и сегодня будем говорить о музыке. Давай поговорим. Я часто слышал от совершенно разных людей, что саундтрек из фильмов про супергероев не достает глубины, продуманности и совершенно не запоминается. Действительно, попробуйте вспомнить хотя бы 5 известных тем из супергеройских фильмов. Точно, потрясающая тема Мстителей Алана Сильвестри, мощная, эпичная и до мурашек пробирает. Ставьте лайк, если вас тоже. Даже если нет, то все равно ставьте лайк. Мемная тема Бэтмена из мультсериала 1966 года. Тема Супермена от Джона Уильямса в его ярком стиле с трубой. Потому что, это же героическая музыка, значит, нужны фанфары. И, наверное, можно еще вспомнить несколько тем из фильмов и мультфильмов о Человеке-пауке, о которых мы сегодня и поговорим. Особенно полезно о них будет вспомнить, учитывая, что сейчас в кино вовсю собирает свой $1 миллиард новый фильм о Спайдермене с Томом Холландом. Вдруг услышите знакомую тему, вспомните ее, и потом такие бац! Китыч же о ней рассказывал. Для того, чтобы еще больше погрузиться в музыку, о которой мы сегодня будем говорить, я советую найти в Spotify или в любом другом стриминговом сервисе альбомы с ОСТ, то есть со всей музыкой, записанной для проектов. А если сейчас у вас не получается оплатить Spotify российской картой, то на помощь вам придет spotiq.ru. Там можно приобрести подписку и на другие популярные зарубежные стриминговые сервисы, нейросети, YouTube Premium, пополнить PlayStation, Xbox, Telegram, App Store и еще много всего. Я и сам регулярно им пользуюсь во время подготовки к съемке видео, да и просто чтобы слушать музыку в Spotify в свободное время. В SpotiQ самые низкие цены и быстрый качественный сервис, что подтверждают более 50 тысяч довольных клиентов. А по промокоду KID вас ожидает скидка 20% на любой сервис. Вы знали, что тема из классического мультсериала 1967 года про Человека-паука звучит практически в каждой из паучьих дилогий и трилогий? В «Пауке» Сэма Рэйми ее исполняют уличные музыканты. В «Пауке» с Эндрю Гарфилдом эта тема звучит в качестве рингтона в одной из сцен. Spinnenmann, Spinnenmann. А «Паук» Тома Холланда открывает свою трилогию вариацией на эту тему в оркестровом варианте. Ее используют и потрясающий мультфильм «Через вселенные» от продюсеров вышедшего в этом году проекта «Аве Мария» с Райаном Гослингом. Вообще, кажется, не найдется человека, который после очередного прослушивания заставки к этому уже старинному мультсериалу не продолжит напевать эту мелодию на протяжении еще нескольких часов. Неужели здесь была задействована черная магия? Нет, все намного проще. Во-первых, тема использует так называемую структуру 12-тактового блюза. В советской школе джаза, представьте себе, была и такая, ее называют блюзовым квадратом. Блюз — это такой чисто американский жанр, который в 50-х начали массово использовать в качестве гармонической опоры в рок-н-ролле. Тот же Чак Берри, Элвис Пресли и другие. Как правило, в таких цепочках используются всего 3 аккорда. Так что большой привет тем людям, которые говорят, что музыка сейчас сильно упростилась, и все эти кей-поперы не знают больше 3 аккордов.
Это не было проблемой в середине 20 века, хотя наверняка некоторая публика, искушенная классической музыкой, и тогда находила подобные песни бесталанными и скучными. В общем, эта дискуссия не закончится никогда. Эти три аккорда — это всемирно известные тоника, субдоминанта и доминанта, три всадника музыкалипсиса. На карте блюзового квадрата они располагаются в такой последовательности, хотя 10-й такт может возвращаться на субдоминанту, либо оставаться на доминанте, как в случае темы паука. Мелодия этой песни также активно пользуется ее гармонической простотой. Она базируется на минорных трезвучиях, как во многих шпионских фильмах, будь то Джеймс Бонд, тема Бэтмена или Миссия невыполнима. Так уж исторически получилось, что подобный жанр фильмов четко ассоциируется со свингом, джазом, биг-бендом и пентатоникой, которая также присуща блюзовым песням. Все это в нашем случае еще смазано активной ударной установкой, 12 голосами, записанными на студии в Торонто, где производился сам мультсериал, потому что бюджет не резиновый, и раньше там было просто дешевле заниматься подобным творчеством. И последний аккорд такой прям очень вкусный. Тоже часто используемый в фильмах о Джеймсе Бонде в качестве финальной краски. А еще он входит в так называемый эллик. Не уверен, что его прям так называют, но джазовые музыканты должны понять. Одно из базовых окончаний любого латинского джазового стандарта. Если вы боитесь музыкальных терминов, закройте ваши уши. Аккорд правильно будет назвать минорным нон-аккордом с повышенной септимой. Я закончил. Открывайте ваши уши. Этот же аккорд, кстати, используется в заставке к сериалу «Паук Нуар» от Amazon, который вышел буквально в этом мае с Николасом Кейджем в главной роли. Для тех, кто хотел посмотреть, но откладывал, моя сильнейшая рекомендация. Наверное, один из самых интересных малобюджетных проектов о Пауке, что только существовали. Саундтрек наполнен сочнейшими джазовыми аранжировками в стиле Твин Пикса, песней Dream a Little Dream on Me в исполнении Ли Джун Ли, самой актрисы, играющей кошку Харди, с необычной идеей, как с канала Postmodern Jukebox. Но наоборот, когда мы показываем классический джазовый стандарт в первой половине песни, и превращаем его в современную аранжировку в стиле Teddy Swims. Обратите внимание на один из красивейших аккордов, который мы можем использовать в минорной тональности – дорийская субдоминанта. Это ярчайшая мажорная краска, которая появляется в миноре благодаря повышению шестой ступени. Технически, если мы находимся в дорийском ладу, то ничего повышать не нужно. Он так и выглядит. Обратите внимание, как сильно выделяется эта краска в песне. После просмотра этого видео вы будете очень хорошо отличать этот лад, ведь он встретится еще не раз в саундтреках к фильмам Паучьей вселенной. Даже в последней, на данный момент закрытой трилогии фильмов с Томом Холландом дорийский лад использует основная тема, которая во «Возвращении домой» звучит еще по-детски, непринужденно и открыто заигрывает со зрителем. Во «Вдали от дома» звучит уже более увесисто, а в «Нет пути домой» вообще превращается в по-настоящему драматичную взрослую тему, как и сам Питер Паркер в этом фильме. Как преобразится тема в фильме «Человек-паук. Новый день» увидим в кинотеатрах. К работе вернулся прежний композитор Майкл Джакино, который писал музыку ко многим пиксаровским проектам, в том числе потрясающий саундтреку к мультику «Вверх» и «Суперсемейка».
Пишите в комментариях, если хотите разбор пиксаровской музыки, там есть о чем поговорить. Этот же лад используется и во вступительной песне к Пауку Нуару. В целом, типичное звучание шпионских и детективных фильмов. По сути, стереотип, повторяющийся из раза в раз. Настолько часто, что без него детективная история воспринимается уже неполноценной. Впрочем, не только дарийская субдоминанта может звучать внезапно и ослепительно. Один из наиболее выразительных саундтреков к фильмам о Спайдермене написал Дэнни Эльфман, любимый композитор Тима Бёртона, о котором я уже рассказывал в рамках разбора музыки из Wednesday прошлой осенью. В этом же фильме он работал с режиссером Сэмом Рэйми, с которым, к слову, поссорился и ушел из проекта после выполнения своей работы над музыкой ко второму фильму трилогии. Дело в том, что продюсерам очень понравился так называемый темп-трек, или временная дорожка. Это уже выпущенная музыка другими композиторами, которая идеально подходит под картину в плане настроения, но которую нельзя, очевидно, использовать в финальной версии по причине нарушения авторских прав. Это является своего рода референсом от продюсеров и режиссеров для композитора, чтобы тот понимал настроение сцены и желаемый результат. Вот только руководителей не устраивала музыка, написанная Эльфманом в одной из сцен. Он психанул и сказал им, чтобы они наняли того композитора, который написал референсный трек, если их настолько не устраивает то, что он делает. Студия так и поступила. Поэтому третий фильм вышел под музыкальным присмотром Криса Янга, тоже очень талантливого композитора, который, к слову, внес немало хорошего в заключительную часть трилогии. Например, та самая развирусившаяся музыка из мема с Тоби Магуайром, который оглядывается внезапно в аэропорту во время регистрации. Вообще, это тема черного симбиотного костюма из третьей части, по сути Венома, захватившего тело Питера Паркера. Но современные деятели ТикТока используют ее характер внезапно появившегося подозрения в качестве саундтрека либо к необычным поворотам в жизненных ситуациях, либо к еще более смешным видео, когда люди внезапно проявляют свои паучьи способности в повседневной жизни, неожиданно умело хватая падающие предметы и спасая таким образом им жизнь. Тема тоже, кстати, строится на минорном аккорде, но вторая ее половина завершается на пятой пониженной ступени, которая создает тритон относительно главной первой ступени тональности. Это создает такой неустойчивый, грозный эффект. Но моя любимая паучья тема была написана все же Дэнни Эльфманом к первому фильму, вышедшему в 2002 году. Она начинается также в миноре и основывается всего на 3 нотах, которые в ходе саундтрека не раз преображаются в ритмическом и звуковысотном плане, но интервальная суть остается прежней. Я сейчас плачу. Обратите внимание, как красиво гармонизует, то есть подбирает аккорд, композитор под этот звук. Для примера, с этой нотой, конечно, может звучать миллион аккордов. Сильное заявление. Но если бы мы оставались в тональности, это скорее было бы что-то вроде этого. Или это. Но звучание, которое использует Эльфман, по сути, заимствование ноты из лидийского лада. Кажется, я про него на этом канале еще не рассказывал. Но там все не очень сложно. Это как мажор с 4-й повышенной ступенью. О, все понял. Его не очень часто используют в популярной музыке, но все же можно найти пару примеров. Я знаю, что вы их любите. Эту тему Эльфман назвал темой Человека-паука. Он написал ее одной из первой и сразу почувствовал, что она достаточно героическая и хорошо описывает персонажа в маске, но не является достаточно интимной и человечной для второй стороны личности Паука, для Питера Паркера. Поэтому он изобрел еще одну тему, которая часто играет в фильме в моментах, наиболее важных именно для Питера как личности. Например, во время прощания с дядей Беном, которого убили из-за халатного бездействия Паркера за пару сцен до этого.
Первая половина темы вновь строится на обращении минорного трезвучия, но в этот раз начиная с доминанты вместо тоники, а вторая половина спускается вниз по натуральной минорной гамме. Супер грустная последовательность нот. В барочной и классической музыке это ламенто, буквально плач. Часто этот ход используется в басу, но это не правило, а скорее один из вариантов исполнения. И часто характер звучания этой последовательности зависит от того, какими аккордами мы ее укрываем. Еще и ми бемоль минор. Я, конечно, свечку не держал, но многие музыканты признают это одной из самых трагичных тональностей. И, наконец, мы подобрались к самому интересному, на мой взгляд, саундтреку из фильмов о Пауке. И нет, извините меня, Джеймс Хорнер и Ханс Циммер, написавшие по очереди музыку к двум частям Паука в исполнении Эндрю Гарфилда. Вот насколько я люблю это мрачное настроение фильмов, потрясающую драму второй части и вообще актерскую игру Гарфилда, настолько незапоминающейся кажется мне музыка из этих фильмов. Давайте, напойте хотя бы одну мелодию оттуда. В лучшем случае вы вспомните медно-духовой лейтмотив Спайдермена авторства Циммера, который звучит для меня больше как тема пришельца Супермена. Нет, самый интересный, на мой взгляд, саундтрек к фильмам был написан и составлен английским композитором Дэниелом Пембертоном к полнометражным мультфильмам «Через вселенные» и «Паутина вселенных». Вдохновляясь подходом Эннио Морриконе, который вообще славится изобретательностью и смелостью в принятии музыкальных решений, он тоже не постеснялся применить достаточно новаторские звуки в своем саундтреке. Оперный певец, который поет на итальянском статью из Википедии о Леонардо да Винчи, просто потому что это звучит хайпово. Шорох газет. Засэмплированный звук баллончика с краской, который превращается в хай-хет. И даже полноценная запись оркестра для того, чтобы потом над ней поиздевался диджей, активно занимаясь скретчингом своей пластинки. А еще они записали гуся и тоже его скретчили. Каждый из персонажей фильмов обладает своим лейтмотивом, который появляется, как только мы видим героя или злодея на экране. Can get weirder. Таким образом, он откладывается у нас в памяти не только визуально, но и музыкально. Некоторые из мотивов стали мемами в ТикТоке. Тот самый звук слона, созданный при помощи сложной цепочки синтезаторов лично композитором, который характеризует появление бродяги. Или тема Мигеля, звучавшая миллион раз во втором фильме. Кстати, музыка в обеих фильмах играет очень важную сюжетную роль. Каждая из песен, что слышит зритель во время просмотра, это трек, который слышат в том числе герои. В частности, слушает Майлз в своем плеере. Чаще всего это, конечно, модный нынче хип-хоп. Помню, в мое время его тоже слушали. Песня погружена в суетной мир Нью-Йорка, и мы никогда не слышим только изолированную музыку, как это часто бывает в подобных картинах. Саунд-дизайнер добавляет шорохи, шум города, звуки машин и вообще миллион посторонних звуков, работающих на иммерсивный эффект. Я не мог рассказать обо всем интересном в рамках этого выпуска. Слишком уж много всего по Человеку-пауку выходило. Поэтому предлагаю дополнить меня в комментариях и написать там же, какой ваш любимый саундтрек из фильмов, мультфильмов или, возможно, игр про Человека-паука. Спасибо за просмотр, лайк и подписку. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, куда я выкладываю различные дополнительные материалы и вообще много всего музыкального. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания!